Привет, друзья! С вами Московский флейтовый центр и Илья Дворецкий. Наступил новый 2022 год, год тигра, который просто обязан добавить нам новых красок, энергии и колорита. И, конечно же, не лишними будут новые и хорошо забытые знания о флейте, которые помогут нам избавиться от привычных трудностей и, наконец, вздохнуть свободно, всецело погрузившись в творчество. Итак, поехали! Хочется заострить ваше внимание на одном очень важном моменте, который отвечает за стабильность соединения в одной из трех опорных точек, а именно в точке под нижней губой. То, как мы прикладываем наш инструмент к губам перед игрой, определяет стабильность звукоизвлечения впоследствии. Давайте начнем с примера с отрицательным результатом, приводящим к нестабильной постановке. Опять ничего не получается. И так тоже не получается. Ну и пожалуйста. Ну и не нужно. Ну и очень-то мне нужно. Идя по пути, казалось бы, наименьшего сопротивления, мы должны просто приложить губную пластину к нижней губе под нужным углом и подать дыхание. В результате чего услышать звук. Но загвоздка кроется в том, что ставя лабиум на расслабленную, неподготовленную губу, мы не находим однозначную точку опоры. И эта самая точка становится в буквальном смысле плавающей, что лишает нас стабильного положения головки флейты при игре. То есть самое простое начальное действие может оказать влияние на всю последующую игру. Установить же флейту точно, как вам необходимо, довольно просто. Нужно всего лишь немного растянуть нижнюю губу вдоль нижних зубов. Так нам гораздо проще будет найти центральное положение, где центр отверстия в губках соответствует точке под нижней губой. По умолчанию ближний край отверстия в губках соприкасается с границей нижней губы. Это положение может быть чуть выше или ниже, в зависимости от вашей физиологии, и измеряется уже опытным путем. Мой личный метод таков. В момент растяжения нижней губы лучше накрыть ее верхней губой, чтобы минимальное количество влаги попало на место касания лабиума. Это даст возможность с легкостью откорректировать нижнюю часть среза в лабиуме относительно точки под нижней губой. Если место контакта будет совершенно сухим, то лабиум будет двигаться рывками, и идеальное место посадки в нужной точке будет сложно найти, понадобится больше времени. В целом установка на нужную точку выглядит примерно так. Растягиваем нижнюю губу, как я только что показал, слегка прикрываю ее верхней губой. Одновременно прикладываем лабиум отверстием, так чтобы нижняя часть среза коснулась желаемой точки под нижней губой. При этом флейту можно повернуть чуть-чуть к себе, чтобы губами чувствовался радиус отверстия. Как только нижняя часть среза нашла свое место, мы отворачиваем флейту до стандартного положения и отпускаем нижнюю губу. При этом точка под губой всегда выверена максимально точно. Способы установки могут быть разными, но я поделился тем, что лично использую уже не один десяток лет. Надеюсь, что вам он тоже подойдет. Производным от состояния нижней губы в момент контакта с лабиумом является работа всего аппарата в целом. Это означает, что точка контакта в месте под нижней губой и губной пластиной лабиумом является центром распределения нагрузки и отправной точкой для работы мышц губ. Именно к этой точке мы сводим мышцы под нижней губой, чтобы повлиять на характеристики звука. Есть один вредный и ошибочный постулат, что в работу должны включаться все мышцы, находящиеся вокруг губ. Но практика показала и доказала, что здесь нужно быть максимально аккуратными и подключать лишь отдельные мышцы по мере необходимости, во избежание синдрома хронической усталости мышц из-за статического напряжения, накапливающегося при длительной игре. Итак, какие же мышцы позволят нам управлять аппаратом с максимальной точностью и эффективностью, не давая при этом устать прямо во время исполнения произведения? Знакомьтесь, депрессор лаби инфериорис, или мышцы, опускающие нижнюю губу. Это именно те симметрично расположенные между нижней губой и подбородком мышцы, которые приводят в движение, контролируют, фиксируют и ограничивают работу нашего аппарата. Также в управлении участвует группа мышц, приводящая в диагональное движение нижнюю челюсть. Верхняя губа, практически не обладая мышечной силой, минимально воздействует и всего лишь слегка фиксируется в местах соприкосновения с нижней губой.
Остальные мышцы лица, если и участвуют в общем процессе формирования постановки, то лишь опосредованно, как ведомые, не совершающие по вашей воле активных движений. Если попытаться умышленно включить в работу другие лицевые мышцы, то мы потеряем контроль над теми, которые действительно важнее всего. Мышцы под нижней губой просто перестанут полноценно отвечать и потеряют свою амплитуду, то есть они буквально скованы другими мышцами и не могут двигаться в нужном направлении. Пользоваться мышцами, опускающими нижнюю губу, весьма удобно, поскольку они легко в своем диапазоне движений могут быть изолированы от других мышц и делают свою работу очень эффективно. Эта работа заключается в сведении к центральной точке опоры и разведении в стороны от нее же. Помимо мышц лица, в работе нашего аппарата участвует нижняя челюсть, диапазон диагонального движения, который при игре составляет всего около сантиметра. То есть, когда губы при игре сомкнуты, нижняя челюсть может двигаться условно назад или вперед, оно же вверх и вниз. Совсем немного, но этого вполне достаточно, чтобы рабочий угол подачи воздуха доходил до 40 градусов. А это значит, что мы можем, не крутя головой или флейтой, что, кстати, очень вредно и неправильно, подавать струю воздуха выше или ниже в отверстие на срез, лишь меняя уклон с помощью нижней челюсти. Мне очень близка аналогия с боевым искусством японских самураев, где все в их действиях рассчитано на максимальную эффективность при минимуме движений и расходовании сил. Также работа мышц губ напоминает управляемый вектор тяги в сопле реактивного самолета. Обобщая, можно сказать, что для эффективной и точной игры мы используем лишь две мышцы под нижней губой и два шарнира в нижней челюсти. Отчетливо понимая это, мы здорово экономим затрачиваемую нами энергию и демонстрируем очень высокую скорость реакции, что действительно важно при исполнении технически сложных моментов и при активной интервалике. В вопросе «что?» в постановке губ мы будем считать, что разобрались. Остался вопрос «как?». Ведь все полученные знания желательно применить на практике. Как известно, флейта не является идеально стройным инструментом, и строй, несмотря на наличие хорошо выверенного звукоряда в механике, все же весьма относительный. Тем не менее, многие начинающие флейтисты совершают ошибку, думая, что раз для извлечения каждой ноты есть своя комбинация нажатых клапанов, то при использовании той или иной комбинации желаемая нота будет извлечена по всем международным стандартам. И это далеко не так. На самом деле, наша игра на флейте почти не отличается от игры на скрипке или виолончели. Различие лишь в том, что у струнных мы не видим позицию нужной нам ноты на грифе, а на флейте эта позиция в виде комбинации клапанов есть. Но поверьте, она так же, как и у струнных, весьма приблизительна. Игру на струнном инструменте с большей уверенностью можно назвать позиционной, когда для взятия той или иной ноты нужно точно знать ее позицию на грифе. И точно такую же позиционную игру я рекомендую использовать на флейте. Как же этого добиться, раз наша позиция определяется комбинацией нажатых клапанов? Увы, почти всегда позиция ноты относительно общего строя неустойчива и приблизительна. И наша главная задача состоит в том, чтобы, используя наш слух и аппарат, максимально быстро корректировать позицию ноты до необходимого значения. Давайте примем за условную среднюю позицию положение губ, когда они сомкнуты и совпадают по вертикали. Фонетически это положение близко к произносимой букве У. Именно эта позиция максимально совпадает с нотой до диез второй октавы. Где не задействуется механика и слышен естественный резонанс корпуса инструмента. Но, например, чтобы качественно взять до диез первой октавы, то есть октавы ниже, нам нужно будет незначительно изменить положение губ и челюсти. В этом случае мышцы расходятся в стороны от центральной точки под нижней губой, что визуально схоже с произносимой буквой «э». Нижняя губа растягивается вдоль линии нижних зубов, а уголки рта стремятся в стороны и вниз. Стараемся использовать изолированно лишь две мышцы под нижней губой, не задействуя при этом щеки. Одновременно нижняя челюсть уходит вниз-назад по диагонали.
Сложность в том, что при всех этих манипуляциях губы должны оставаться сомкнутыми, а размер и форма отверстия в них меняется в зависимости от позиции. При взятии до диез второй октавы форма отверстия маленький овал, а при взятии до диез первой форма миндалевидная или большой овал. Компактное отверстие больше сдерживает воздушную струю, добавляя скорости потоку, концентрируя звук. Большое отверстие, наоборот, рассредоточивает скорость потока и делает звук мягче. Начнем снизу и пойдем наверх. Первая широкая позиция, когда при сомкнутых губах мы изображаем «э», а челюсть отведена максимально назад. Идеально для исполнения ре первой октавы и оставшихся нот внизу. Вторая средняя позиция закрывает собой диапазон от ноты до второй октавы до ноты фа второй октавы. Третья, самая высокая позиция, находится примерно в диапазоне от до третьей октавы и до самых верхних нот. Описанные выше макропозиции помогают нам ощутить на физическом уровне три соответствующих регистра: низкий, средний и высокий. Для корректного исполнения нот в различных регистрах мы должны совершенно четко осознавать и предвосхищать движение нашего аппарата. Допустим, мы исполняем ноту до первой октавы, где позиция максимально широкая, и нам предстоит сразу же перескочить интервалом на 2 октавы наверх, на до третьей октавы. Если мы оставим челюсть и губы в том же положении и попытаемся достичь желаемого скачка с помощью передувания, то мы услышим жалкое крикливое подобие той ноты, которая должна была прозвучать. Поэтому наша задача собраться с мыслями и прямо перед скачком снизу наверх представить себе новую позицию. Осталось лишь в момент перехода из нижнего регистра в верхний быстро, но плавно сменить позицию на ту, что соответствует заданной ноте. Такая позиционная игра помогает нам без каких-либо сомнений мгновенно ориентироваться в любых интервалах и безошибочно попадать по качеству интонации в нужные нам ноты. Конечно же, не зря я дал этим трем различным позициям приставку макро. Эти крайние позиции знаменуют собой целые регистры, но не отдельные ноты. Как же тогда быть с теми нотами, что находятся между обозначенными ранее? Фокус в том, что вся позиционная игра устроена по принципу пирамиды, где есть широкое основание и грани, плавно сужающиеся кверху. В этой конструкции нет никаких скачков или ступенек. Как сечение граней пирамиды меняется от широкого к узкому, соединяясь буквально в единой точке наверху, так и работа нашего аппарата происходит плавно, сразу в двух плоскостях. От максимально широкого положения на нижних нотах до совершенно точечного на верхних. И получается, что каждой ноте по всему диапазону игры соответствует свое промежуточное положение аппарата, губ и челюсти. При достаточно осознанной игре и хорошей практике позиция на каждую ноту будет выстраиваться уже автоматически, без каких-либо усилий. Как при ходьбе мы неосознанно используем лишь необходимые для этого мышцы, так и при игре на флейте наш аппарат должен работать идеально точно, быстро и эффективно, используя только необходимый минимум движений. Все вышесказанное относится лишь к игре при средней динамике или громкости. При изменении динамики в ту или в иную сторону включаются механизмы компенсации, о которых мы поговорим в соответствующей главе. А на сегодня все. В следующем видео мы заглянем к себе вовнутрь. Я расскажу вам о формировании внутренней полости рта и работе языка. С вами был Илья Дворецкий и Московский флейтовый центр. До новых встреч. Пока.